Раз, два, три. Раз, два, три. Как меня слышно? Привет, друзья. Я надеюсь, что все будет нормально, все хорошо. Но я на всякий случай запишу. Сегодня 22 число. Сегодня у нас анонс нового проекта от Фовионыча, который я долго вынашивал, я о нем рассказывал, но настало время его сделать не просто открытым, но сделать еще вместе с вами, посоветоваться. Ну и, соответственно, он будет международный. Сейчас я проверю на всякий случай, что у меня с эфиром. От вас жду комментариев. Посмотрели мое видео вчерашнее, неудавшийся стрит, так называемый. Заодно скажите, что вообще. Что вы думаете по этому поводу? Насколько фотография может стать терапией? Проект называется фоторэп, сокращенная от фотографии и терапия. Ну, во всяком случае, мой анонс и мой исследовательский дух показал, что вроде такого в интернете ничего нет близко, каких-то заимствований тоже нет, по поиску тоже все это дает единственную ссылку на меня. Надеюсь, что все будет. Площадки будут выбраны разные. Русскоязычная площадка будет выбрана Инстаграмом. Ой, Инстаграм говорю. Телеграмом. Инстаграм пока висит, но он уже не рабочий. Международная представлена на площадке Twitter. Так, что-то я смотрю, ничего нет. Ничего нет. Соответственно, надо заходить, наверное, на сюда, на мой канал. Да, я, поскольку сейчас не настроил чат еще, ну вот здесь есть, запустилось. Надеюсь, что будут ваши комментарии. Сегодня не среда, друзья, но завтра среда праздник, поэтому я не буду завтра делать эфир. Хотя эфиры запустил, вы знаете, да, пропустил множество из них, да. Но сегодня мы вот в таком формате, соответственно, поговорим о разном и поговорим о том, что вас интересует. Заодно, может быть, от вас получу какие-то знания, как бы, что откорректировать, что вы считаете интересным. Вообще, насколько вы считаете интересным этот проект и что вы считаете, что там должно быть. Идея очень простая, не буду вас запутывать. Идея заключается в том, что фотография для многих из фотографов не только в России, но и всех, не только кто меня смотрит, но и кто э, познакомился со мной, или кто еще пока не знает, да, но они знают, что в условиях, когда медицина прекратила свое изначально классическое такое понятие, оно тесно интегрировалось с фармацией, тесно интегрировалось с другими структурами. Здоровье человека стало самым важным. И в будущем, и которое уже наступило в 2022 году, здоровье является, скажем так, самым ценным, что есть у человека. Поэтому я, как перенесший массу всяких заболеваний, и как любой человек, как мой друг говорил, здоровых людей нет, есть только недообследованные. К сожалению, он ушел рано из жизни в 39 лет, но многие вещи, которые он раскрывал, в принципе, сбылись, практически все. Так вот, я, когда начинал свой проект на Ютубе, а вы знаете, что это не первый проект, что я занимаюсь массой всяких направлений, но мой проект, связанный с фотографией, да, был как раз на границе вот этого 18-19 год, и уже массовые ролики я стал записывать в конце 19 года, когда началось понимание того, что что-то не то происходит со здоровьем, да, в том числе и моим. И я вспомнил замечательные такие события, которые происходили, когда мне было плохо, я брал фотоаппарат, шел, и мне становилось легче. Недавно я познакомился с человеком месяц назад, с Джулио, да, который живет в Италии, который несколько раз в год из Италии летит в Сахару и снимает там арт. В этот раз у него не удалось туда попасть, но также я встречал множество людей с разных стран, когда путешествовал, и здесь в России, которые также чувствовали, что что-то не то, чего-то не хватает, и они тоже так брали фотоаппарат и отправлялись, да. Если будет смотреть Павел, он тоже понимает о чем, да. То есть это некая терапия, которая, ну, я считаю, что терапия, на самом деле это образ жизни. Фотографы, любители фотографов, профессионалы знают об этом, поэтому разница между любителями и профессионалами, я думаю, что вы догадываетесь в чем, да. Профессионалы зарабатывают этим на жизнь. А, как раньше считалось профессиональное, да, чем отличается любители от профессионалов.
А сейчас можно сказать, что это все несколько по-другому выглядит. Поскольку это затронуло среды и сферы, это уже вышло за рамках обычных систем, и это уже вылилось в некую среду. Среду, которая пронизала все континенты, пронизала все сферы жизни. И, так как меня слышно, пишите. У меня сегодня микрофон, который я использую, микрофон от камеры, который я тестировал, и считаю лучшей камерой, которая была создана для веб-эфиров. Надеюсь, что-то у меня компьютер стал подтормаживать, но надеюсь, что не так сильно будет. Ну, в общем, смысл в том, что будем делать терапию, фототерапию. И первый вопрос, который, я думаю, что может у кого-то возникнет, что-то у меня тут крутится волчок, надеюсь, что обработается все. Какие жанры пригодны для фототерапии? Но это не фототерапия в том смысле, в котором она представлена в медицине, да, то есть лечение светом. Здесь речь о том, что фотография как процесс, культурный процесс, процесс когнитивный, процесс мысленный, процесс механический и как бы гимнастический, можно сказать, да, спортивный, да, читать можно по-разному. Ну, the rap, ну, читайте как, может быть, кто-то рэп. Но это сочетание некого передвижения человека с фотоаппаратом в пространстве, в которых мы находимся, живем в общении с людьми. Поэтому в этом проекте будут участвовать, я надеюсь, что будут участвовать множество фотографов. На просторах Flickr, ссылка у меня здесь, вот сейчас покажу. Теперь видите, как можно показывать. Вот здесь вот ссылка на мой Flickr, кто не знает. Потому что мне писали в комментариях люди, у которых, видно, недавно смотрели мой канал, где, ну, вот недавно я получил комментарий по поводу обработки, благодарственный комментарий, в принципе, хороший, все хорошо. Но человек не нашел, скажем так, на моем канале с 500 с чем-то с видео обработка фотографии Sigma Foveon. Поэтому есть, я теперь сделал плейлисты более простым вариантом, сейчас еще более с вами упрощу их. Там все это есть. Так вот, на площадке Flickr я тоже этот проект развивал и говорил о том, что это некий арт, некая терапия. И мои эксперименты в разных стилях, это стрит-фотография, вот с таким рюкзачком, который я проделал, да, которая вчера, кстати, не удалась. Потом пейзажная фотография, классическая, самый распространенный жанр, наверное, фотографии. Ну, портретом я не занимаюсь, за исключением редких каких-то случаев, да, когда мне очень интересно, вдохновляет, и тогда я могу сделать иногда портрет. У меня есть портреты сделаны там в 2004 году, в 2008 году. Ну, раз в год я делаю какие-то портреты периодически. Некоторые из них даже попадают в Explore, как вот портрет, мой автопортрет. И вот в прошлом году, вы знаете, я сделал еще портреты с помощью дрона. Мне это тоже вдохновило. Значит, почему я об этом говорю? Потому что, по моим оценкам, этот жанр будет востребован, это будет процесс, он уже запущен, и люди об этом говорят, что фотография уже вышла за рамках просто профессиональной деятельности и просто продаж фотографий. Она стала неким уже культом, неким новой религией, можно сказать, да, потому что вокруг этой религии есть конфессии, да, конфессии сапогов, ну, Canon, да, Nikon, Fuji. Кстати, вот недавно новость, друзья, Sigma выпустила впервые объективы под систему Fuji. Японцы поддержали японцев. Мы как раз об этом с Виктором говорили. Что вы по этому поводу думаете? Я считаю, что это хороший знак. Это пока младшая линейка, но я думаю, что дойдет туда дальше. Плюс, если мы уже говорим о том, что происходит в фотографии, кроме того, что это некая религия, да, поскольку есть адепты 6:6 формата, например, квадратных фотографий, стереофотографий, черно-белых фотографий. Некоторые в комментариях мне написали, когда я выложил свой арт на площадке OpenSea, по поводу моего Colored арта, это черно-белый арт с одним цветом дополнительным. Ну, многие написали, некоторые написали, что это непонятный жанр, как бы, что они не очень любят, они любят фокусироваться именно с помощью света. Ну, для этого у меня есть папка пикториализм, есть такой жанр, но мне хотелось все-таки пойти дальше этого. Так вот, спрашиваю, друзья, пишите в комментариях, и кто сегодня случайно зайдет на анонс 22 февраля 2022 года, такая интересная цифра, да, знаковая, да, ну, никаких, мы живем в системе знаков, вы знаете, да, время, место, обстоятельства, все остальное. Так вот,
Сегодня такое время, да, 22 февраля 22 года. Соответственно, Флавионыч опоздал немножко, чуть позже 2 часов. Ну вот в 2 часа считайте, что мы запустили этот проект. Фодерап, Фодерап. Ну и фототерапия. В русском варианте она будет фототерапия, но фототерапия это обозначает медицинский термин, а у меня это будет обозначать человеческий центр и цель, собственно говоря. Это фотограф, который делает терапию для себя сам. Что такое терапия? Терапия это поддержание здоровья человека, да, тела человека и души в том числе. Да. В здоровом теле здоровый дух, как говорил великий. И, собственно говоря, это еще имеет отношение не только к здоровью, но и к определенному образу жизни, да, с камерой в руках. И во многих моих соцсетях было написано, что вот прогулка с камерой, путешествие с камерой, ну вот в принципе это обо мне. Путешествие по жизни с камерой. Не знаю, может быть сегодня, конечно, не очень удачное время, потому что завтра праздник, сегодня еще не все присоединились. Но я сегодня посижу, ничего страшного, заодно потещу еще раз свою эту ОБС-ку, которую я запустил. Но вот, видно, моя машинка не очень хорошо поддерживает эту скорость. 17 мегабит в секунду, однако. Ну, чтобы вам еще показать, что такое. Какие площадки я буду использовать для встречи, да? Ну, я уже говорил, что одной из площадкой будет Telegram, ссылка на него есть, это русскоязычный. Там же, в принципе, могут люди, которые на других языках тоже, я отвечу обязательно. Инстаграм у меня вот здесь вот он стоит, да, вот он здесь стоит, вот. Но его уже он остановлен, то есть я не буду сейчас участвовать в процессе меты, Facebook, Instagram у меня остановлен, Facebook я закрыл полностью. Не знаю, насколько уж он удалился. Проверьте, напишите в комментариях, подтвердил ли Facebook удаление моего аккаунта. Мне-то пока остановлено просто на последнем кадре, соответственно, я буду смотреть, что с ним дальше делать. Думаю, что, скорее всего, закроется. Основная активность, это, конечно, Фавионик у меня указан на Твиттере, англоязычная, и русскоязычная, это Telegram. Слишком много площадок, времени немного, жизнь коротка, поэтому приходится выбирать. Фликер остается, видео по фликеру, по обучающему я буду периодически выпускать, но теперь это будет в формате новых каких-то событий, которые будут происходить во фликере, и в вопросы, которые вы будете оставлять в комментариях на моем канале, какие-то острые вопросы, которые не до конца, может быть, раскрыты по фликеру, да. Я знаю, что по фликеру мои видео смотрят хорошо, и не одно, и не два, и не три, поэтому все хорошо. Значит, что касается проекта фототерапии. Фоторэп, давайте его так называть. Фоторэп. Ну, смотрите, я жду от вас комментария, как лучше его назвать по-русскому. Просто в англоязычном сегменте и, собственно говоря, для того, чтобы индексировалось это во всех поисковых системах, в том числе и в Web3 системе, это нужно обязательно сделать на английском языке. На данный момент система настроена таким образом, что они индексируются на английском языке. Мой проект List and Wave, который начинался в далеком 2009 году, который тогда не индексировался, да, никак. Но, тем не менее, он сейчас индексируется уже и в русскоязычном, и в других. Сейчас это все вместе объединилось, поэтому все работает. Какой вариант более простой, как мне когда-то Павел подсказал, что Фови. Фови сокращенная, Фавионыч теперь Фови. И у меня даже была мысль переименовать канал опять в List and Wave, вернуть его, как изначально он назывался, да. Но, не знаю, фоторэп, может быть, может понравится кому-то, предложите. Я обязательно жду от вас комментариев по этому поводу. Мысль очень простая. Первое, это терапия для здоровья тела. Второе, это духовная или душевная, там, не знаю, теологическая, как угодно, работа над собой. Психологический аспект, который, я думаю, что многие прокомментируют, и у меня есть знакомые психологи, которые признают это. Кстати, в Википедии есть такой термин, как она называется не фототерапия, она забыл, представляете, готовился, все у меня было записано, все было записано, но есть такой термин, он действительно предполагает, смысл его очень простой. Любая фотография,
она воспринимается по-разному разными людьми. И на этом основан этот метод. Этот метод придуман достаточно давно. Так вот, тут меня тоже показывают. Смотрите, у меня картинка в картинке появилась. Еще одна. Вот еще одна картинка. Так вот, фотография, когда вы показываете ее, опять я здесь, да, воспринимается всеми людьми по-разному абсолютно. И кто-то видит, грубо говоря, какие-то линии, паттерны, кто-то видит пейзаж, кто-то видит арт. Ну, кстати, преимущество этой камеры новой, мне за что она нравится очень, я могу вот так вот показывать, вот видите. И она достаточно быстро фокусируется. Здесь, кстати, вот эта фотография сделана, здесь у меня стоит рамка обычное стекло, но у меня есть версия была с музейным стеклом. Чтобы оценить работу, эта камера, о которой я рассказывал, камера замечательная, может показывать даже как близко предметы. Но вернемся опять к чему. Так вот, какие же жанры, давай фокусируйся, какие же жанры фотографии пригодны для вот этого дела, да? То, что мы называем фоторэпом. Фоторэпом. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы вы присоединились и все-таки ответили на этот вопрос в прямом эфире. Я надеюсь, что это произойдет. Если же вы будете смотреть записи, то добавьте. Я могу сказать, что все жанры фотографии, даже поджанры, там sci-fi новый жанр, да, там стрит-арт, макро-пейзажная фотография, о которой я рассказывал, тоже новый жанр, да. То есть такие поджанры, они тоже имеют в своей сути некую терапию. И вот мне интересно от вас, что вы в этих жанрах увидели, что вы считаете терапевтическим действием. Ну, дрон-фотография, например, это тренировка не только вестибуляции рук, глазомера и развития пространного мышления. Да? То есть это сложный жанр, очень сложный жанр, при этом он объединяет в себе массу дополнительных навыков, требуемых, так же как вождение автомобиля. Он требует не только зрения, не только координации, не только внимательности, но психологической устойчивости и прочее, прочее, прочее. Поэтому мне очень интересно будет от вас получить что вы по этому поводу думаете, какие жанры. Пейзажная фотография, несомненно, она сочетает в себе огромное количество спортивных всевозможных навыков, всевозможных нужных человеку способностей. Так, я отправлю ссылку, что у нас идет трансляция сейчас. Так, что-то у нас. Так вот, что, по вашему мнению, вы считаете наиболее важным с точки зрения психологических аспектов, да, фотографии как таковой, да, спортивной, да, как она влияет на подготовку? Ну, например, ноги. У кого болят ноги, я бы не рекомендовал заниматься, например, стрит-фотографией. Да. Вот вчера я на себе это почувствовал, да. Но при этом, например, пейзажная фотография, если у людей там болят ноги, то есть жанр пейзажной фотографии, который позволяет это движение. Я по своему примеру рассказываю о себе, поскольку у меня были и травмы разные, и многие всякие доктора мне всякие штуки написали. Но я сторонник классической такой медицины, которая вышла, кстати, из Авиценны, из других, из Гиппократов, то есть где терапия и лечение является продолжением развития человека, да, не просто, скажем так, купирование симптомов, да, как современная медицина, там, фармакология, все остальное. Это личное мое мнение, опять-таки я не говорю, что это мнение в крайней инстанции, но это с детства мое такое мнение. Это абсолютно вот так оно, да, то есть поэтому я предпочитаю народные методы, естественные продукты, травы, чаи, всевозможные ягоды, фрукты и все, что угодно. И, как говорил один из моих великих учителей, человек – это огромный реактор, который синтезирует вещества, которые не могут синтезировать даже современные системы. Надо ему просто не мешать. Вот в таком ключе мы будем говорить об этом. Ни в коем случае это не имеется в виду, что это истина в последней инстанции, но от себя могу добавить, что это личное мое мнение. Оно имеет право на жизнь, поскольку в новом мире каждый индивид является частью большой вселенной. Но он и был в большой вселенной, а теперь он как бы совершенно по-другому.
Теперь он еще и стал совершенно абсолютно разделен с системами и отделен от них. Да? То есть он уже, скажем так, изменил системы, система сама изменилась, она уже не контролируется человеком, они уже разошлись в разные места. Как инженер это для многих будет открытием, но тем не менее эти тектонические изменения, которые сейчас новые фразы, которые сейчас очень любят повторять, да, тектонические сдвиги, тектонические изменения, люди, которых используют эту фразу, не понимают, что тектоника. Как человек, который изучающий горные породы и гидрографию, гидрологию, я знаю, что такое тектоника и что это такое. Это огромное смещение масс, которые настолько большие, что человек даже не ощущает, что мы летим там со скоростью 30 км в секунду в космосе, но мы это не чувствуем. Да? Многие говорят, что мы не чувствуем. На самом деле все мы чувствуем абсолютно. И поймать сигнал, listen wave это познать сигнал, как раз заключается в том, чтобы почувствовать, где человек находится, кто человек такой и что для него важно, что нет. Фоторэп. Фоторэп. Так что вот. Ну, давайте я вам какие-нибудь картинки слайда покажу, да? Раз уж дело дошло, перейдем в другой режим. Я вам покажу какие-нибудь слайды. Ну, например, что-то у меня подтормаживает немножко, но ничего страшного. Как там, помните в анекдоте, да? Сегодня будет лекция про любовь со слайдами. Сначала про любовь к родине, ну а теперь слайды. Так, ну что крутим-то? У меня бесконечно крутится волчок. Большой поток я поставил стрима, скорее всего, очень большой. У меня 20 мегабит в секунду показывает, может быть, действительно. Ему многовато. Многовато, он не хочет переключаться. Не захочет никак. Да. Кодировщик перегружен, попробуйте понизить настройки видео и использовать более быстрые настройки. Ну, кодировщик перегружен, я понимаю, но только для того, чтобы это сделать, надо что-то, чтобы произошло. Я же не могу это приостановить совсем. Он у меня даже не реагирует на что. Да. Вот такая трансляция. Ну, может быть, она будет действительно короткая. Я задал вопросы все остальные, которые основные, которые хотел. Жду от вас комментариев. Поэтому кодировщик сейчас, если сейчас кодировщик начнет работать, то у меня все зависло. Крутится волчок. Крутится волчок. Видите, эти системы, они перегружаются достаточно быстро, поэтому так же, как и здоровье человека, организм его перегружается достаточно быстро, если возникает множество внешних нехороших факторов. Кстати, об этом все говорят, официальная наука это тоже признает, что все заболевания находятся вне человека, внутри, да, вне человека. Внешняя среда, она является источниками заболеваний. Психологические расстройства, я думаю, что тоже имеют уже такие следственный порядок, что сначала внешнее воздействие, а потом уже человек начинает внутри себя. Если он интроверт, начинает развивать все это, и, ну, если экстраверт, я думаю, что он проще с этим связан. Хотя, может быть, поспорьте со мной, я думаю, что может, я не прав, может, все на самом деле на более глубинном уровне. Здесь мы должны говорить о свободе, да, ну, есть такая фраза, да, у Фрейда, которую я не люблю совершенно, но с которым работал мой любимый психолог, и, я считаю, великий, это Карл Густав Юнг. Он как раз больше сделал. Ну, а Фрейд считал, что свобода, свобода каждого заканчивается, когда начинается свобода другого, да, он так говорил. Но я считаю по-другому совершенно. То есть не буду озвучивать это, но мое мнение не совпадает с мнением Фрейда. Я считаю, что человек это космос и больше, чем космос. Поэтому ему дозволено многое, и человек может совершить великое ради великого всегда.
Он должен знать, кем он является. И если он это не познал, ну, недостаточно опыта, недостаточно знаний. Знания ему это не дадут, да, даст только опыт. Только опыт сможет превратить обычного любителя фотографа в увлеченного фотографа и достичь каких-то высот. Да, колесико у меня что-то как-то совсем. Подскажите в комментариях, жду, что сделать, чтобы колесико не крутилось на маке. Не остановить мне его ничем. Абсолютно. Кодировщик перегружен. Да. А, кстати, микрофон тоже не... Почему-то микрофон даже не мигает. Да, удивительно, конечно. Понизить настройки, видео или использовать более быстрые настройки. ЦПУ написано 73%, но колесико крутится и ничего не происходит. И время, кстати, остановилось почему-то. Время остановилось на 20 минутах. Все, конец времени, конец времен. Начался. Да. Ну, давайте посмотрим. Я вам покажу не панель управления моего канала, а покажу вам Flickr. Поскольку этот год у меня такой не выдался, чтобы меня не выдавить ни одной фотографии, в принципе, у меня просто новый проект, не один, поэтому я решил все-таки немножко притормозить свою деятельность на Flickr. Ну и вот за последнее время я практически не делал фотографий новых, даже вот эта фотография, которую я делал, стрит-фотография. Ну, я думаю, что вы увидели, она в Эксплоре у меня была какого там 7 февраля. Следующий у меня вроде Explore должен быть завтра, не знаю, насколько там получится, не получится, это мы посмотрим. Но в этом году я практически использую, ну вот эту фотографию я сделал в этом году. Такая терапия, это был даже не стрит, просто поход такой. Дальше это новый инструмент, который я буду использовать совместно с дроном, совместно с пейзажной фотографией. Я записывал про него видео. Это LumCube, американской компании. Очень интересный аксессуар, сверхкомпактный и очень мощный яркий источник аккумуляторного звука. Он имеет защиту от воды, от брызг, ну, в том числе его можно, некоторые даже погружали его в воду. Но соленую не рекомендую. Эту фотографию, вы знаете, я делал в конце прошлого года. Это был мой поход, когда я обнаружил вот этот такой остров, заледеневший, и туда дошел. У меня с собой не было штатива, но штатив был только с крыльями. Ну и, собственно говоря, вот, кстати, тоже терапия интересная. Утро просыпаетесь, видите свет, на свет идете. Работает, что-то показывает, уже хорошо. Ну и вот работы, которые, это, кстати, я. Вот тоже можете посмотреть на фликере. Это как раз когда у меня был непреднамеренный тест адидасов, когда я провалился подлет вот здесь. Здесь вот как раз вот эта палка. Там гнездо бобров. И я вытащил оттуда одну палку, сделал из нее штатив. Потом вот эту штуковину, которая крепит камеру, потерял. Ну и вернулся, все равно сделал арт. И в принципе у меня есть видео о том, что получилось. Вы можете посмотреть, как это происходило. Арт этот тоже доступен. Я его показывал и во Flickr, и на других площадках. Покажу, где он у меня. Ну вот он.
Один вариант. И второй вариант. Кстати, файн-арт фотография как раз она имеет такие глубинные аспекты восприятия. И я рекомендую этот жанр, который впитывает в себя практически все другие жанры. И даже если вы посмотрите определение файн-арт фотографии, вы найдете слишком обширные варианты, начиная от показ голых тел и заканчивая пикториализмом, очень интересными какими-то вещами. Ну вот тоже некий арт, который я сделал в тот день. Ну, на завтра вот я две фотографии, которые я делал, вот этот тест был в штативах трех, это точнее я делал без Павла Марта, потом через недельку мы туда выбрались, в этот лес. Это как раз Лахта, сейчас она, конечно, в более загрязненном состоянии, но тогда вот я решил сделать какое-то некое отступление от классического понимания пейзажа, сделать какой-то арт не целых деревьев, а части деревьев, чаще. Ну вот я его обработал в таком варианте. И вот на завтра посмотрим. Две работы, которые я вот надеюсь, что их оценит Flickr. И вторая работа, которую я делал в поездке в Москву, это был в 2020 году, разгар пандемии, даже можно дату по-моему. Я его изменил в фотошопе, поэтому даты здесь, наверное, съемки не будет. Да, ну я делал это, по-моему, весной я делал, да, в переходе. Кстати, есть видео про эту поездку, посмотрите, интересно вот как раз этот переход. Я там снимал, водички с собой не захватил. И получилось так, что вот получилось. Кстати, я смотрю, у меня почему-то в этом показе мешает просмотру заставка, да. Вот, видите, как интересно, когда смотришь, вот эти штуки надо вот это убрать, чтобы его не было. Да. Вот теперь его нет. Теперь оно пропало. И не мешает. Ну, вот такие тонкости, да, когда вы начинаете пользоваться новыми инструментами. Ну, в данном случае здесь я использовал не телефон, это я снимал с Sigma, с руки. Это, конечно же, кроп. То есть сама фотография гораздо больше, она в высоту там 1,5 раза больше. Работать с каналами. Здесь я оставил один зеленый цвет, изменял структуру, прорисовку, ну, все остальное. Ну и квадратный вариант. Геометрия некая, да, которую я люблю корректировать всегда, если есть возможность об этом. Да. Ну, вот прогулка такая была неувеселительная, рабочая. Я тогда ушатался так, что на встречу так и не попал. Это как раз была предыдущая поездка, где я не встретился со своими подписчиками в Москве. Ну, надеюсь, что в Москву мы еще обязательно поедем. Город прекрасный. Место для фотографий, для всех жанров практически там есть. И очень много. Ну и много очень хороших, талантливых фотографов там живет. Поэтому обязательно отправимся туда. Что касается альбомов, да, кто меня спрашивал, есть люди, которые интересуются именно Фавионом, мы говорим о именно камере Фавион. И многие из них, я знаю, что задавали мне вопросы, уже не первый человек за эти годы, сколько существует канал, что вот камера, там все дела. И, кстати, что в моей сумке? В моей сумке помещается огромный пауэрбанк, который теперь может и дрон заряжать. Я рассказывал об этом, появилось у меня устройство такое. Вездеход, который меня спасает. Я уже практически не пользуюсь этим. Два у меня DJI Osmo мобайловская, но я практически уже не пользуюсь. Почему? Ну, не потому что лень, а потому что вездеходом иногда получается быстрее. И, собственно говоря, вопросы по камере, по Sigma. Вопросы касались именно того, что, например, недавний комментарий по тому, что человек выбирает камеру для макросъемки, для съемки продуктов. У меня есть альбомы в моем, вот здесь вот, в моем фликере, вот здесь, которые как раз про разные варианты. Давайте я вам покажу, на всякий случай, как пользоваться фликером. Кто не подписался, пока фликер бесплатный, до 1000 фотографий можно делать. Хранить. После 1000 уже про-версия. Так вот, на разделе открываем альбомы. У меня альбомов много.
Вот, кстати, вопросы по фликеру, по оформлению я записывал множество видео, но все равно у людей есть какие-то вопросы. Многие стесняются, некоторые боятся задавать на других языках. То, ну, переводчик есть, конечно, да, понятно, что субтитры. Спрашивайте на любых языках, я переводчиками умею. И в этом, в Гугле я не забанен, если что. Так что, те, кто боится языков, ну, я думаю, что просто не умеет пользоваться переводчиком. Вот, например, Яндекс переводчик. Берете, открываете его, забиваете все, что угодно. Ну, давайте забьем мой сегодняшний проект. О, сосед проснулся. Фотерапия. Видите, что выходит? Фототерапия. Но фототерап ничего не выйдет. Фототерапия все равно. Ну, читайте, фототерапия, так фототерапия. Так, это не об этом. Я вам хотел показать что? Я вам хотел показать фликер. Так. А где наш фликер? Давайте туда зайдем. Вот альбомы. Вот, например, кто интересуется черно-белой фотографией с работой с каналами техника Color, где остается один или два цвета. И вот здесь можно посмотреть. Если вас интересует, например, по макрофотографии, у меня есть отдельно, где я тестировал макронасадки. И вернемся к нашей теме, нашего сегодняшней трансляции. Это как раз касается, что это терапия. Да? Почему? Макрофотография это тоже некая терапия. Это можно сравнить с неким письмом рукописным, пером. Да? Потому что макрофотография требует очень точного наведения. Для этого существуют специальные точные меха, специальные точные конструкции штативов. Я рассказывал, несколько видео у меня было про штатив Enduro AX214, да, который сейчас, кстати, продают, кому интересно. Высокоточный тяжелый штатив с изменением геометрии наклона, тяжелый штатив, очень надежный, я его с собой таскал везде. Суперский штатив. Так, где у меня макро? Ну вот продуктовая фотография, фотография продуктов. Ну, так называемая, да. То есть здесь можно посмотреть о возможностях Фавиона, заодно оценить какие-то вещи, ну, продукты, да. Ну, такая, без штатива я снимал давно, на Занте снимал. История, кстати, была интересная, мы съехали с дороги, мужик макал руками, там поворот очень сложный, в гору подъем, то есть никто не заезжает, но я все-таки опыт небольшой, поэтому я заехал. Ну, конечно, фантастический человек приготовил вещи, вынес нам потом целую корзину фруктов бесплатно, семья вся вышла, ну такая семейная штука. Одно из самых лучших впечатлений на Занте, как раз на Занте острове, я могу показать, кому интересно, где эта семья живет, доедете туда по дороге к маяку. Другой вариант, да, если вас интересует, например, фотография, ну вот я делал, например, просто на балконе снимал, да, со штатива. Это снято моим Сигмой, на 500, но со штатива. Почему даже на коротких выдержках? Потому что по пиксельной резкости и современные камеры очень резкие. Видите, тут настолько резкие, что Павионыч здесь он виден, да. Вот, видите? Портрет тут можно рассматривать, да, и человека даже видно. Ну и, соответственно, структура сама, да, структура, вот, например, люди там писали, некоторые, я уже говорил об этих людях, что я о них думаю. Ну, что можно думать, если человек пишет, что Фавион снимает плохо красный цвет. Ну, вот. Могу ответить так. Я бы хотел увидеть камеру, точнее, я знаю эту камеру. Теперь, слава богу, я нашел камеру, которая действительно умеет снимать красный цвет и не Фавион. Сразу могу сказать, что это не КМОС матрица, и эта камера стоит дороже, чем Leica последняя. Значительно дороже, чем последний Hasselblad, в несколько раз. Эта камера существует, эту камеру теперь мы... Я думаю, что когда придет время, мы, может быть, расскажем про нее. Надеюсь. Дальше. Ну вот, например, это. Это снято тоже без штатива. Это уже накрытие я снимал.
Утренний сок у меня всегда начинался, я сам все выживаю. И без всяких механических штук я это все руками делаю. Стакан, плашка и нож. Больше ничего не надо. Вот 4 апельсина, литр сока. Вы кто смотрел мое видео про лимонад, я записывал даже несколько видео, как приготовить лимонад, который позволит вам пережить вот эти все невзгоды, отравления, всевозможные заболевания. Очень сильный антиоксидант – это имбирь, мед, лимон. Когда это все вместе, то это бомба просто бомба энергетическая. Причем и зимой, и летом мы с Павлом записывали видео, когда ходили, пользовали этот чай из этого лимона, из этой волшебной жижи. Посмотрите, в общем, видео «Волшебная жижа» называется. Дальше, например, во Фликере, в других площадках есть очень интересные фотографы, которые занимаются куклами. Вот это я делал на выставке, случайно оказался на Сапсоневском саду в Питере. У нас была выставка ручных кукол. Это не самые дорогие куклы, но они все равно как бы интересные. Мне они заинтересовали. Я попросил девушку, чтобы можно было фотографировать. Ну вот я с рук поснимал тогда, мне что-то понравилось. А во Фликере есть действительно абсолютно уникальные люди, которые занимаются именно вот таким делом, как снимают и делают куклы. Это тоже терапия, друзья. Не только делать куклы терапия, но и их фотографировать. И вот не в качестве рекламы, а поскольку в новом Web 3 действуют связи между людьми, все остальные посредники, они остаются за бортом истории. Александра, она живет в Санкт-Петербурге, я, к сожалению, не встречался никогда, ну, надеюсь, может и получится встретиться. У нее отличная страница во Фликере, великолепная, да, множество подписчиков. Что меня потрясло, это, конечно, авторские работы, не только самих кукол, но и как это сфотографировано, как это сделано. И вот это, я считаю, настоящей терапией, потому что качество этих работ, оно совершенно запредельное. Поэтому, кому интересно, и кто интересуется именно макрофотографией, и если девушки смотрят канал или женщины, которые интересуются вот такими вещами, у меня, кстати, Сергей, если будет смотреть, ты говорил, Сергей, но я твою тайну выйду. У него есть знакомый, который делает вот эти аксессуары, сумки для кукол. И я думаю, что у вас тоже наверняка знакомых, кто интересуется этим бизнесом. Это бизнес сейчас огромный, и он на всех площадках присутствует, изготовление именно копий предметов живых, ну, куклы, да. То есть некоторые работы, вот, ну, здесь портреты крупные, да, есть помельче, но меня удивили еще и работы, которые с техникой. У нее есть работы, где есть, ну, вот, например, мотоцикл, да. Я вообще обалдел, честно говоря, когда это увидел, что это вот такой вот маленький микро мотоцикл. Я даже не представляю, сколько эта штука стоит, но думаю, что много. Не удивлюсь, если окажется, что она стоит почти как какой-нибудь простой мотоцикл. Поэтому вот, это тоже терапия некая, психологическая терапия, не только. Поэтому я думаю, что многим это будет интересно, именно этот жанр. Вот такой, да. Контрольное восприятие. Компьютер вновь заработал. Это что касается вот такого варианта, да. Какие еще варианты существуют жанров и на примерах, да? Ну, далеко идти не будем. Ну, давайте откроем мои даже сообщения, которые мне приходят постоянно. Несмотря на то, что я сейчас Flickr так затормозил, раз, наверное, в 50, 2-3 фотографии в неделю, там 2, иногда и поменьше. Но, тем не менее, комментарии все равно есть. Ну, давайте посмотрим вот из того, что... ну вот, например, есть... сейчас, кого мне показать вам. Еще интересного, необычного. Это сообщество, друзья, поэтому эти люди тоже прекрасно подсознательно осознают, что фотография является неким инструментом психологии и инструментом терапии. Но просто они об этом не озвучивают, да? Это не озвучивают. Так. Ну вот, если меня будет смотреть Дмитрий Королев, я не помню, подписывался он, не подписывался, знаете ли вообще от моем канале. Мне понравились его фотографии, вот особенно крайне городские фотографии, он занимается в том числе и фотографией с дронов. И вот такие вот работы, которые
Я думаю, что с одной стороны кажутся простыми, с другой стороны они через какое-то время будут востребованы, потому что, например, может быть, вот это уже не будет, да, или как если когда мы с Павлом ходили в Лахту, да, я рассказывал, что тот лес, который мы там, я говорил, что его скоро не будет, ну вот его вырубили, там, сделали парк. Поэтому многие жанры, они могут изменить свое значение со временем. И тогда ваша вот эта терапия, да, она станет уникальной, потому что объектов вашей терапии уже не будет, да, как такова, останутся только фотографии, которые являются историческими документами, настоящими историческими документами, фотография любая, да. Так же, как проекции, например, по принципу камеры обскура, вы знаете, что фотография как таковая существовала до фотографических пленочных процессов и серебряных, что, например, проекции Пиренези, проекции других художников, это тоже проекции солнца, да, на полотно и срисованные. Об этом сейчас говорят уже открыто. И самое интересное, что если сейчас зайти в раздел «Набрать фотографии» и почитать измененный вид Википедии, который вот я читал вам полгода назад, он был один, а сейчас там совершенно все по-другому. Эти данные добавились про Скудина-Горского, изменили текст по поводу Ньепса и Даггера, написана действительно история, как она была, да. Указаны как раз ссылки на новые жанры фотографии. О чем я говорю, друзья? Давайте вместе посмотрим, если хотите, почитаем, может быть, обсудим. Потому что я знаю, что некоторые блогеры, вот я тоже познакомился с каналом блогером, Глеб, он делал обзоры на разные каналы, да, ну такой формат стрима и делать обзоры на чужие каналы. Ну, не чужие, как бы, ну, другие каналы. Сидит и разговаривает. Давайте тоже, может, поговорим. Хотя мне этот жанр не близкий, я предпочитаю больше походить, погулять с камерой. Ну вот, сейчас погода у нас какая-то жуткая абсолютно, поэтому гулять у меня не получается. Хорошо. Да. Ну вот такой вот, например, я снимал как бы рекламный для DJI вот такую фотографию делал. И в этот момент село вот такое, проснулось чудо. Это было, по-моему, ранней весной, очень ранней, или зимой даже. Сейчас посмотрю, когда это было. Я сделал из этого арт, потому что, ну, настолько... Она сонная села, ползала. А, вот, 11 мая. У нас в том году это было. Интересно. Что еще? Какие еще альбомы, которые связаны с... Ну, вот, кстати, Стритковид я делал альбом. Как раз вот в этот разгар пандемии. Здесь тоже такое. Много очень черно-белых вариантов. Но есть некие арты, вот Fine Art, например, да, по поводу восприятия, да, я говорил вам, что у всех по-разному, да. Но вот что вы видите, напишите в комментариях, что вы, например, здесь видите, да. Некоторые видят какие-то пятна, некоторые видят женщину, которая там вот ноги у нее, тут там грудь, голова развернута, рука. Там, ну и здесь как бы некое чудовище такое, знаете. Фильм такой был, я не помню, какой, где вот такое чудо игольчатое вылазило. Ну, наверное, знаете, в каком фильме. Ну, вот мне это навеяло все, вся эта композиция, я ее так выкристаллизовал, лишнее удалил здесь всякие пятна ненужные. Ну и, собственно говоря, получился некий арт. В 2020 году в марте я это сделал. Немного просмотров, видите, но, в принципе, эта работа так, она у меня отложена. На потом. Ну, тогда действительно была погода такая интересная, необычная. Что здесь еще есть? Ну, стрит, конечно, да, стрит в хорошем окружении, в красивых местах, всегда завораживает, всегда какие-то новые открытия делают, да. Ну, вот это, например, я снимал в Антиксиде, Турции. Это тоже было очень мало туристов, все продавцы там выбегали, когда кто-то появлялся. Ну и вот тут видно, что человек справа, он, видите, идет с каким-то совком, и увидел, что на их тупиковой улице появились два таких русскоязычных студента, ну, туриста. И мне было очень интересно реакция, все выбежали, вот два человека вышли, я это сделал, такую композицию. Интересная. Мне показалось, это было интересно. Ну или, например, вот что еще из такого стиля тоже. Ну вот это на Пионерское метро у нас. Я ждал встречи с человеком. Дождь шел такой. У нас вот эта сцена, ее отреставрировали, пионеров, да. Ну и человек здесь проходил такой.
И что-то мне понравилось, я думал, что человек этот как-то он похож на эту атмосферу. Вот этот кадр тоже интересный был, поход на Петроградку, как раз весна. Интересное видео у меня есть по этому поводу. И вот один из кадров, там два кадра есть. Один с деревом, где она наверху, женщина. Есть вот такой кадр, где она тут убирает, моет окна, в окнах все отражается. И она у меня, видите, в таком colored стиле сделана. Стрит-терапия, конечно, да. Она позволяет вам видеть то, что, может быть, другие не видят, и замечать какие-то предметы. В этом плане я сторонник, конечно, черно-белого стрита, потому что цветной стрит, он есть, он существует, но он не такой минималистичный, как черно-белый. И если мы говорим о минималистичной фотографии, по-моему, я не делал минималистичный альбом, но у меня множество работ, вы знаете, особенно когда мы делали с Павлом Мартом, вот этот выход нас минимализма, да, то есть снег или, например, темное время суток, это вот закат, да, то есть это, я не могу, что это минимализм сказать, но это вот тоже некая история, да, и фотография, как любая фотография, интересна своей историей. И коллекционеры, и люди, которые организуют выставки, они тоже приветствуют историю. И ценность фотографии как раз в истории. Здесь история была следующая. Здесь, это мы уже уходили из кафе, было темно, очень темно. Я это снимал на большой выдержке, вы можете посмотреть. 4 секунды, на закрытой 14. Здесь было очень темно уже. Так темно, что я там открывал багажник, я не видел, где там у меня лежит штатив. И люди пошли, спустились вниз на этот пляж, мы уже сделали сессию с супругой, все сфотографировали, я записал видео. А люди пошли вниз, им поставили столик около моря, они сели и начали. А я уже поднялся наверх, был уже наверху. Штатив начал собирать, они уселись, ждали, пока приготовится рыба. Я понял, что они вообще не двигались. И я так удивился, думаю, ну надо поставить штатив и попробовать. Ну вот видите, что получилось. То есть и сам какую-то терапию получил, подышал воздухом, постоял, отдышался после вот этих всех беганий по волнам. Ну и сделал черно-белый арт. Поэтому и ноги прошли сразу же, все, и спина, и ноги, потому что когда поползаешь, походишь по природным каким-то объектам, ну это вот такая вот. Не очень люблю этот жанр, но иногда у меня вываливаются вот такие фотографии. Здесь маски, вон какие-то штуки. Это в центре города, на Пушкинской улице. Что еще показать вам? Да, вот представьте себе в районе 30 градусов вечером в жару в Алании. Это закрытое мимо кафе и через стекло. Одно, кстати, из самых интересных кафе, которые мы встречали, кухня аутентичная, древнее кафе, старое. В этом году мы, кстати, владельца видели. И вот мимо этого ресторана проходили, человек такой, с таким потупленным взглядом, он думал, это печь для пиццы, для готовки. И там неимоверная жара, потому что даже оттуда шел дым, такой жар. Я вот остановился и сделал такой кадр. На 13 снято с рук, видите. Кто говорит, не знает о преимуществе центральных затворов, я как раз об этом говорю, что, например, 1/13, попробуйте снять 1/13 с рук, например, каким-нибудь зеркальным аппаратом. Ну, увидите, что у вас получится. Понятно, что здесь не резкое само движение, потому что он двигается, он там, грубо говоря, раскатывает PD и накладывает уже на начинку. Но, видите, остальная часть, вот, видите, где фокусировка была, на печь на основную. Здесь все резко, 1/13 с рук, без всяких штативов, без всяких деревьев. Поэтому это, кстати, имеет отношение к выбору камеры. Что еще показать? Ну, давайте, ну вот еще тоже, кстати, стритковид же. Стритковид, ну вот такой вот у меня стритковид. Красные, видите, такие тельца. Давайте какие-нибудь затронем другие жанры. Например, мобилография. Вы знаете, что множество людей занимается съемкой на телефоны, и не только видео, как я, но и фотографии, и даже продают свои работы, сделанные на телефонах. Причем это
на разных площадках я встречал неоднократно. Это сподвигло меня, не знаю, года 2 назад, я сделал альбом iPhone. В 2020 году, да. И здесь работы, которые я делал исключительно на телефон. Они сделаны iPhone 5 SE первого поколения. Почему? Потому что эта камера, я уже, кто смотрел мои видео про лучшие камеры, я говорил, что лучшая камера из последнего моего списка это iPhone. Она лучше именно тем, что она массовая, популярная и очень быстрая и позволяет сделать какие-то вещи, которые непозволительно сделать любыми камерами, потому что их просто нужно успеть достать. И были моменты, когда я мог это сделать только на iPhone, потому что или с собой камеры, например, не было, да. Я не помню, кстати, это iPhone, да, это на iPhone сделано. Вот видите, какое дерево. Это находится на Варшавской улице, по-моему, да. Такая вот женщина или мужчина, кому как нравится. iPhone. Интересная фотография, и с нее началась моя практически не то что карьера, но мое понимание возможностей фликера. Это, насколько я помню, первая работа, которая мне попала в Explorer. Насколько я помню. У меня нет данных, я не могу сейчас найти, потому что на тот момент у меня не было про аккаунта, и я не могу поднять, когда она попала, на какую дату она попала в Explorer. Но сделана она была в 2013 году. Это сделано на острове Занте. Первая моя поездка. И этот пляж недалеко от нашего отеля, который владел итальянец, мы туда приехали, расстроились, потому что по карте там 200-300 метров до моря оказалось, что это все обрыв. И идти туда километра полтора, ближайший пляж. Но вот этот ближайший пляж, я там ходил, снимал, но потом нашел там красивые, интересные пейзажи необычными фигурами. И обратно, на обратном пути я попал, где жили песчаные шершни. И убегал от них, и увидел по пути вот эти камни, и это, на самом деле, я не ставил, он так стоял, этот камень, и я его сфотографировал. Ну, потом, когда уже делал фликер, создал фликер, я выложил, это был, по-моему, конец 17 года, я не помню когда. И, собственно говоря, она у меня попала в эксплойт через некоторое время, и я, конечно, удивился. Я думаю, что никак по комментариям, может быть, посмотреть. Но вот видите, первый комментарий здесь 3 года назад это было. Я не знаю, когда точно, но во всяком случае здесь дата есть. Так что вот терапия в плавках с айфоном, да. Я не планировал ничего фотографировать, я брал телефон, потому что мне нужно было просто посмотреть, если что там подсветить, да. Ну, а обратно камеры у меня с собой не было, я это сделал айфоном. Такой прием, как бы пример, да. Ну вот тоже интересно, это практически рядом с моим домом, перекресток. И вот я сделал такой арт, вложенное пространство, здесь дверь, как бы в эту дверь, видите, еще одна дверь, то есть вот такое. Это все сделано на айфоне, на самом, и снято айфоном. И, собственно говоря, не особо там какой-то серьезной обработки, конечно, есть она, да, но тем не менее, вот она. Это такой жанр есть. Квадратный формат я очень люблю. Что еще показать вам такое? Необычное на iPhone снятое. Ну вот я делал это тоже. Это, по-моему, сделано в комплексе недалеко от Пулково. Да. Да, это сделано. Здесь карту я не стал указывать, но это недалеко от Пулково. Вот такой большой комплекс. Это это выставочный, как там, Экспо. И вот мне заинтересовал этот шкаф, пока я там ожидал встречи. Этот шкаф оказался наполнен не продуктами, а здесь, видите, вот видно, что находится аква минерале, а сверху маски. Мне настолько это заинтересовало, причем заинтересовал не только вот сам объект, но еще и цифры. То есть вот эти маски, видите, они все одинаковые, но они по разным номерам. И здесь вот 48 заканчивается, на цифре 48 с 11 заканчивается маски, а дальше до 68 идет вода.
И здесь столько знаков интересных, да, ну, знаете, я люблю сайнарт, поэтому мне это очень понравилось. Я даже назвал ее с 11 до 68 выбор. Вот такая вот штуковина. Напишите, кстати, в комментариях, кто что думает про такие жанры. У меня это в альбоме сайнарт, по-моему. Да, в сайнарте. Этот жанр, который я определил как сайнарт, некая знаковая система, которая, ну, это тоже файн-арт, но он знаковый. То есть, ну, вот, например, это некий такой стеклянный прибор, из которого я с помощью света, с помощью, ну, это солнце, это стоит на подоконнике, грубо говоря, снято сигмой, да. Но видите, что получилось, какая вот поворотом, изменением ракурсов я нашел какую-то форму, которая здесь как солнце, протуберанцы такие. Ну, вот. Я вам, видите, описываю, что это такое. То есть это на самом деле глубокая терапия, потому что когда вы начинаете раскладывать объекты, а это макросъемка, ну в некотором смысле, или клоузап, можно сказать, то вы начинаете задействовать части мозга, как вот Савельев говорит, да, которые там крутите руками, смотрите знаки, какие-то ищете оттенки. То есть это все развивает вас, и вы отвлекаетесь от внешних факторов, вы погружаетесь в это искусство, и, соответственно, вам становится легче от этого. Во всяком случае, у меня так работает. Почему я об этом говорю? Потому что целька, она как раз объединит людей, которые готовы заниматься фотографией и понимают, что это действительно терапия, и им хорошо этим заниматься. Ну вот, например, это лед, замерзший на обычной там гравийной дорожке, но замерз он не хитро, здесь листья замерзли, там еще пуп был такой, пубик, но я его не стал как бы снимать, он в другой у меня работе. Но здесь вот видите, такие фигуры интересные, и у меня ассоциации с Дали произошли сразу, как только я вот это увидел, поэтому я остановился, у меня не было с собой штатива, я снимал на Сигму с рук, поставил очень короткую выдержку, ну, все тут поместилось, у меня поднял Изо и сделал такой сайнарт номер 5. Что еще? Ну, вот эту работу недавно, кстати, я ее показал, в том числе и в Твиттере. Как раз написал, что, например, что можно сделать с камерой за $10. Это вот первая моя камера с Коника, вы знаете про нее, я записывал видео. Снято на скорости 100 километров, на самой высокой точке нашего ЗДД. Здесь был туман, там залив, ничего не видно, туман настолько сильный, что все смазалось. Проблема была только в том, что машины периодически, мне надо было найти такой момент, чтобы машины все уехали вперед, и за мной бы машины тоже были. Ну вот с нескольких попыток, несколько дней, много дней я там ездил, и вот в этот день мне удалось это сделать. Несмотря на то, что эта фотография не попала в Explore, она на данный момент набрала 16-17 тысяч почти и набирает множество. И она огромное количество набрала лайков, да, 355. Я сделал описание ее. Да, на 140 группах, да, множество групп. Ну, вот она, видите, Konica Minolta G500. Такая терапия автомобильная. Ну вот. Внимательно смотреть, что же это такое, если действительно фотография привлекает, вы можете какие-то, когда погружаетесь в эту работу и начинаете смотреть ее уже более пристально, вы видите, что, например, может быть какое-то здесь некое существо, там, самолет, который летит, эти еще два следа от шлейфа, которые остаются после этих самолетов, да, ну, в общем, получился такой очень необычный арт. 17 июля 2019 года. Ну, в общем, друзья, вы поняли, да? То есть жанров много фотографических, которые пригодны для терапии. Практически все жанры пригодны для этого. И ограничений как таковых нет. Есть лишь только ваше понимание, что вам нравится больше, какие жанры, и какие жанры вы стараетесь избегать по каким-либо причинам.
Скорее всего, вы избегаете их потому, что не видите в этих жанрах какой-то смысл и свое ощущение комфорта. Я думаю, что с этим связано. Хотя специализироваться узко специализироваться на каких-то жанрах, многие считают, что нужно обязательно. Я так не считаю. Наоборот, я считаю, что нужно расширять кругозор, не суживать его до рамок, тем более каких-то тестов камер, тест технических характеристик. И это, я считаю, вообще не имеет отношения к фотографии вообще никакой. Поэтому вот эти каналы, которые сейчас, я их считаю токсичными, потому что я не вижу смысла. Смысл только в том, что они притягивают ваше внимание и забивают вам голову ерундой, которая не позволит вам, что у вас будет камера за 40 тысяч долларов, что у вас камера за 10 долларов. Если вы не хотите учиться снимать и не хотите делать попыток, а хотите взять готовое решение, ничего у вас не выйдет, друзья. Поэтому, если вы будете пытаться, если вы делаете первый шаг, то дальше у вас появляются вопросы, на которые вы находите ответ. Вот так это работает. Также работает фоторэп, который мы сегодня анонсировали, 22 числа. И надеюсь, что он продолжит свой победоносный путь и придет к какому-то интересному, необычному. Какая, видите. Тоже, кстати, по-моему, айфоном снимал. Да. Мне так понравилось, это было прошлой зимой, вот декабрь 2020 года. Ветки тут поддержаны, это тополь молодой, да. Ну вот они вот так вот поддержали. Остальное все я убрал. Вот снега было много, и сзади ничего не мешало. И вот такой у меня получился. Так что, друзья, жду от вас комментариев. Жду обязательно от вас, чтобы вы написали, кто посмотрит в записи. Сегодня, видите, никто не присоединился, но потому что время такое выбрал. Но завтра праздник, друзья. Я думаю, что если у вас найдется время, вы посмотрите. Я постараюсь, может быть, сделать какие-то там метки, как сейчас, да, чтобы вам было удобнее, какие-то вещи, может быть, вам интересно. Вот какой-то. Может, вы напишите, что это говно, никому не интересно, никому не нужно. Так что вот, может и такой вариант быть, да. Я ничего не исключаю абсолютно. Но от себя добавлю, что ищите свой жанр, пробуйте разные. Как определить свой жанр? Я всегда об этом говорю, что определить его достаточно просто. Нужно попробовать эти жанры все. Например, я, когда не умел снимать какие-то вещи, ну, там, дрон-фотографии, да, я же не знал, как управлять, как вообще. Но я понимал, что я хочу добиться, поэтому я нашел пути, решения, как им управлять. И что нужно сделать для того, чтобы, например, работать со светом в дрон-фотографии. Я нашел эти инструменты, Наверняка есть какие-то люди, которые уже это делали, понимаете. Если Картье-Бresson делал какие-то приемы, да, если Ансель Адамс нашел способы реализации пейзажных фотографий именно в том ключе, который сейчас, большинство людей уже знает его работу, да, и уже это повторение его работы. Или, например, какие-то новые жанры, как, например, микропейзажная фотография, да, ну, это случайно, я же нигде не рассматривал, что такой жанр есть. Я просто сделал видео, записал про вот этот поход мой с эндуро, и получилось такое, что я эти объекты увидел. Они есть, кстати, я вам покажу сейчас. Сейчас переключимся. Я вам покажу, раз уж говорили об этом, да. Ну, что не показать? Так, и вот здесь вот надо выбрать альбом. И, кстати, если вам тяжело искать, например, у меня там 300 альбомов или 200, да, вы можете в поиске сюда забить, например, макро, да. И сначала выпадут, если вы и присутствуете во фликере, ваши работы, да, вот они, видите, сразу попались. Вот, альбом мой, или все мои макрофотографии, я могу все посмотреть на 753, да, например, да. Или сразу выйти на альбом, а дальше уже чужие. И вот я вам хотел что показать. Я сейчас увижу эту фотографию, уже мысли потерял, видите, пока объяснял. Так. Вот, макропейзажная фотография. Что я называю макропейзажной фотографией? Ну, это просто я назвал. На самом деле, вот когда вот такое сделаете, когда вы все это обработаете, то вы увидите, что это может быть какой-то пейзаж. Так же, как мы с куклами сегодня смотрели, помните? То есть это вроде как бы портрет, но портрет куклы, который размером может быть там 20 сантиметров. Или, например, мотоцикл, который там в 50 раз меньше. Да. Но здесь то же самое. Я увидел здесь не просто траву или шайники. Это видео я делал после того, как
по-моему, видел видео, или даже до Савельева, где он лишайники сфотографировал на лейку, там на все, на пленку. Ну и мы с Виктором решили, что Sigma может снимать гораздо лучше, но на самом деле вот как снимает Sigma макро. Ну, понимаете, какого размера этот лишайник, да, то есть вы должны понимать, насколько это мелкий размер. Причем, что я это снимал не карбоновым штативом, самым жестким, который у меня сейчас есть, а снимал на Enduro 214, да, но все равно, 1/40, да, на 500, изо, там темно было в лесу. Есть видео, как я это все делал, поэтому можете посмотреть. Ну, там, пожалуйста, жанр вам макропейзажных фотографий. Ну, или, например, да, кстати, вот, например, чтобы вы понимали размеры, да, макро, да, вот у меня был обзор как раз, разные макронасадки. Сигмовская родная была, советская, и вот эта Sony профессиональная большая штука, которую я снимал там с 3 сантиметров. Вот это, видите, вот эта вот часть, вот она, как снята просто Сигмой. И вот она снята с 3 сантиметров. Тоже Sigma, но с насадкой уже. Выдержка 0,3 секунды, видите. В центре все достаточно резко, но по краям здесь размыто, потому что, ну, насадка, конечно, не интегрируется полностью. Но центральная часть действительно позволяет вам снимать очень крупным планом, даже не 1 к 1, а гораздо крупнее. Поэтому вот для кого-то, может быть, этот жанр будет интересным, да, или, например, снимать капли росы, там, делать целый жанр, там, она даже называется так, что снимать дропы, так называемые капли. Ну, вот это я снимал с рук, без всяких штативов, отражение ветки, видите, капли. Такой арт. Супер макро или там микрофотография, которую делал, да. Ну вот, тоже, кстати, вот одна из первых фотографий, когда я только получил Enduro 214, я ходил как раз на парашютную, и там небольшой такой лесок, уже закончил съемку и смотрю, это маленький цветочек, это даже не ветреница, еще меньше, малюсенький. И смотрю, на нем сидит жучок. Вот. Но сфокусироваться было очень тяжело, потому что времени как такового раскладывать штатив уже не было. Это я снимал, по-моему, я снимал с рук, это потому что не было уже времени, я боялся, что он ускачет. Ну да, я снимал с рук штатив. Поэтому, что касается жанров, что касается именно вот таких интересных каких-то терапий, или, например, поставить свет именно таким образом, чтобы получить вот такой, да, свет грибов с нижней точки, как-то все это сделать, это достаточно сложно, потому что грибы растут низко, они сами по себе очень маленькие. Вам нужно поставить камеру, чтобы вам листья не мешали, чтобы свет шел оттуда, да. Тут столько тонкостей. Это такая очень гибкая терапия для ног, для рук, для всего. И после ползаний, там, лазаний по таким, скажем так, вы понимаете, что у вас все мышцы размялись, как бы, и терапия прошла успешно. Ну, или, например, когда я тут снимал паутину, да, тоже. Здесь она, видите, не на закрытой снята, чтобы можно было как-то какую-то глубину показать. Вот я сделал такую. Это как раз цикл мой про лес был, про багульник. Видео про багульник посмотрите, там, кстати, 2, по-моему, видео про багульники. Это мои старые видео. Там я ползал в лесу со штативом. Ну или поход вот в Лахту, да, например. Где у меня тут вот. Вот, кстати, тоже из макропейзажных фотографий некая гора. Здесь, видите, вот такой предмет. Он постоянно убегал от меня, этот жук. Малюсенький вообще. Я его все думал, зайдет он, не зайдет. И там видео, кстати, можно посмотреть, как я за ним охотился. Штатив уже стоял, но я ждал, он там ползал. Здесь его было плохо видно, потом он вышел все-таки наверх. Он услышал мои молитвы и забрался наверх, и я его тут наверху сфотографировал несколько раз. Поэтому это на самом деле очень увлекательный жанр макрофотографии в лесу, как я ее называю. Поэтому в отличие от макрофотографий, которые вы можете дома сделать, да, там, или, например, когда я делал выпуск для инвалидов, кто сидит дома, не может покинуть, делать какой-то арт, не выходя из дома, да, то есть у меня там был цикл, не знаю, есть он тут, наверное, в другом месте, где я снимал с помощью полотенца и этого, с помощью кактуса я делал, посмотрите это видео, кстати, интересное оно тоже.
делал арт с помощью полотенца и кактуса. Где он, кстати, у меня? Кактус. Можно, кстати, попробовать. Кактус. Есть у меня тут по-русски? Нет. О, ничего себе. Хорошо. Кактус. Нет, у меня он там по-другому как-то. Да, он у меня в каком-то альбоме. Да, еще, кстати, у меня был эксперимент, триптихи, это ну, по мотивам триптихов классических, да, которые делают в галереях. Ну, это иконы, это 3 фотографии в одной, объединенные как бы общим каким-то смыслом. Ну, посмотрите, кстати, может быть, для кого-то будет интересно, потому что это необычно, не только там для сетей, любых соцсетей, но и для вашего как бы понимания, как можно с идею, если у вас недостаточно инструментов, раскрыть с помощью нескольких фотографий какую-то мысль. Это сделано в летнем саду, это сделано прямо вот здесь у меня дома, такая некая фигура механическая, да, с глазами. И это сделано, я не помню на каком проспекте, вот тут РЖКС, работников искусств. Такой триптих. Следующий триптих, вот эта работа, которую сделал Коника, которую один из комментаторов мне написал тогда же, когда я выложил ее. Кто-то напоминает мне какого-то животного, так, какой-то скелет. Геометрия действительно интересная. И две работы, которые сделаны без какого-то монтажа, это облака. Здесь вот лицо с глазом, видите, такая фигура с открытым ртом. Здесь тоже. Вот она у меня триптих Icon 2. Второй триптих. Следующий триптих, это в Мурино сделана часть, по-моему, да. А, нет, это где-то сделано в нашем районе. Электричество. Здесь такое, видите, дерево, которое высохло после строительства ЗСД полностью вообще. Ну и вот это я, по-моему, делал в Ломоносове или в Петергофе, не помню. Где-то там. Такое интересное очень строение из кирпича. Такие глаза у него, мне понравилось. Это я сделал это в триптих. Ну, здесь тоже магистраль, отражение в воде, новое, строительство для семьи. Ну и вот такой здесь был панно, это граффити на гараже. Ну вот я его вставил сюда, и вот получилась такая законченная картина. Думайте о чем, пишите в комментариях, про что это. Это про технику. Здесь у нас объектив. Здесь у нас старый объектив, больше 100 лет, который сломался с этим. Не больше 100 лет, 90, не могу. И дворцовая, наряженная в верхней части, я снимал, это шарики такие на мосту. Технический триптих. Ну и это тоже такое, у меня мое понятие, тогда у меня было такое пресыщение автомобилями, я уже настолько они мне надоели, что я сделал. Это Майбах, передняя часть Майбаха и задняя часть Майбаха, лимузина. И внутри, это я снимал в районе Савушкина. Там открыли вот такую часть какого-то склада, и внутри там какой-то хаос геометрический. Он мне так понравился, я, правда, сюда вставил свою заставку, что я его решил вот объединить с автомобилем и сделать каким-то неким таким триптихом. Может, кому-то понравится это направление, может делать свои триптихи. И, кстати, они могут быть разных по размерам. Здесь вот, например, все триптихи из 3 одинаковых 6х6. Это вот я в отражении Волги старой снимал свою машину. Это вниз асфальт серия у меня была. Это бочка с маслом, и на ней, видите, улитка. И все это такой вот триптих. Асфальт называется. Следующий, это я сделал в Пушкине. Посмотрите мой выпуск, если интересно. Кстати, одно из самых лучших мест для такой фототерапии – это парки. И под Питером, кто поедет в Питер, это лучшие парки, это Царское село, Пушкин.
там масса парков разных, Ломоносов, Пушкин, Павловск. И вот это в Пушкине. Эта часть сделана в парке, который называется Александровский в Санкт-Петербурге, около Петропавловки. Отражение в воде, в канале. Ну, здесь вот такая, что-то там было написано, я не помню. А здесь сцена, я делал это, здесь два человека, видите, они вот в таком положении стоят, а в этой части они уже в другом. И мне настолько это все понравилось, что я все-таки понял, что просто работами это нельзя ограничить, нужно как-то их объединить. Я их разворачивал, тут видите, геометрия так некая соблюдена какая-то, да. Ну вот, заодно напишите, что вы думаете по поводу триптиха. Так что вот, друзья, жду от вас комментариев. Надеюсь, что жанры, которые я вам в части показал, может быть, для кого-то будут интересны. Кто-то, может быть, для себя новые откроет возможности. Кто интересуется какими-то необычными артами, ну, вы можете посмотреть мой альбом, например, по DJI, где я осваивал вот этот так называемый дрон-арт. Знаете, в принципе, чего это было сделано. Какие-то необычные ракурсы, которые позволяют делать дрон и превратить это в настоящий арт. Я надеюсь, что толк будет от этого направления, и терапия, она, конечно, состоится. Состоится терапия, и все у нас с вами получится. Поэтому надеюсь, что видео это... Что это такое? Я ничего не перетаскивал. Ну ладно. Ну, в общем, друзья, я желаю вам хорошего выходных, праздников, кто отмечает. Не болеть. Подписаться на Фуйоныча. Смотреть его. Писать вопросы. Самое главное, отправляйтесь в путь. Фоторэп. Ну или напишите, как это должно называться, как это должно в русскоязычном варианте называться. Всем удачи, друзья! С вами был Фуйоныч. Где он тут? Фуйоныч-то? Вот. Фуйоныч сегодня здоров, жив, креп. Всем удачи, пока.